Привет, это новости на канале Технозон, и сегодня я вам расскажу, почему в 2018 году нельзя будет покупать устройства на AliExpress конкретно для китайского рынка, а также кастомизированных под определенные компании, например, таких как Amazon. Android — это операционная система с открытым исходным кодом, но далеко не всегда в магазинах продаются телефоны с чистым Android. Можно отметить такие надстройки, как Flyme, MIUI от Xiaomi или же TouchWiz от Samsung. Их бесконечное множество. И несмотря на все надстройки, которые существуют на Android смартфонах, если Android устройства сертифицированы в Google, то производители имеют право устанавливать на своих смартфонах, на своих устройствах, которые они производят, Google сервисы. Благодаря этим Google сервисам могут работать такие приложения, как Google карты, Hangouts, Gmail, Google поиск и голосовой помощник. Но самое главное Google приложение на Android смартфоне — это Google Play Store, из которого мы, собственно, и устанавливаем как те же самые Google сервисы, Gmail, карты, игры, любые приложения, которые есть у нас с вами в смартфоне. Но если устройство не сертифицировано, например, устройство с Amazon Fire OS или большинство китайских смартфонов для китайского рынка, то устанавливать Google сервисы или Google программы на этих устройствах запрещено. Хотя опытные пользователи обходили этот запрет, устанавливая Google сервисы и Google программы из сторонних источников. Да что говорить, даже производители устанавливали в наглую эти Google сервисы и Google приложения, не получая разрешения от Google. И этим баловались практически все такие компании, как Meizu, Xiaomi, Kubot и много-много других. Но в марте 2018 года Google решительно начала блокировать работу Google сервисов и Google приложений на таких смартфонах. Теперь при запуске Google приложения система проверяет сертификацию Android устройства, и если система Android была скомпилирована позже, чем 16 марта 2018 года, то Google приложения и Google сервисы блокируются. Есть небольшое исключение для любителей кастомных прошивок. Вы можете зарегистрировать свое устройство с Android ID, и ваши приложения Google будут работать. Но существует ограничение не более 100 устройств на одного пользователя. Это может создать большую проблему для тестировщиков сборок. И для того, чтобы проверить, сертифицировано ли ваше устройство, достаточно просто зайти в Play Market, нажать на настроечки, пролистнуть в самый низ, и вы увидите пункт сертификации устройства. Если написано, что оно сертифицировано, то проблем с вашим устройством не будет. У меня также, кроме Sony, есть еще пару девайсов, которые я вам покажу, сертифицированы они или нет. Вот, например, мой Meizu Pro 6. Я захожу тоже в Play Market, нажимаю настройки, прокручиваю вниз и вижу, что сертификация устройства не пройдена. То есть данное устройство не сертифицировано. И я понимаю, что если это устройство обновится, то Google сервисы уже на нем работать не будут. Это просто превратится в бесполезный кусок металла. Также у меня есть вот такой вот дуджи, который я использую только в Германии, на немецком номере. Захожу в Play Store, нажимаю вот у нас есть здесь настройки, пролистываю самый низ. И здесь вот есть на немецком пункт, и здесь написано «не сертифицирован». Но я как бы насчет этого устройства не сильно переживаю, потому что я знаю, что он обновляться уж точно не будет. Вот насчет Pro 6 я, конечно, подумаю. И в принципе, если посмотреть, то вроде бы блокироваться Google сервисы будут на устройствах, у которых компиляция будет после 16 марта текущего года, 2018. И вроде бы не все так страшно, но на самом деле вы никогда не знаете, когда может прилететь обновление. И риск остаться без Google сервиса — это ни много ни мало. Отсутствие Google карт, Google Play сервисов, любых игр, которые подвязаны под Google Play, любых приложений, которые подвязаны под Google сервисы. При этом у вас не будет возможности устанавливать эти приложения, использовать. Это действительно проблема. Также вы не можете воспользоваться голосовым помощником OK Google и той же строкой виджета поиск Google. Установка приложений начинает напоминать в таком случае игру в русскую рулетку. Вы их начинаете качать из сторонних источников, форумов, и при этом никто не гарантирует, что там не будет вирусов, и эти приложения будут проверены на безопасность. И уже сейчас можно смело сказать, что покупка китайских версий или же глобальных версий на AliExpress и на похожих площадках становится все той же страшной игрой в русскую рулетку. Потому как вы не знаете, если это замаскированный телефон под глобальную версию, он тоже со временем слетит. Либо же он просто будет работать без обновлений, либо если вы купили китайскую версию, она вам пришла, вы ее открыли и все.
Вы приехали, у вас опять же нет Google сервисов, и поделать с этим пока ничего нельзя. Так что выбираем осторожно, следим за ситуацией. При изменении ситуации Технозон обязательно оповестит вас, выпустит ролик с рекомендациями и что мы будем делать дальше. Также мы ждем новинку. В числе первых мы получим Meizu E3, который был презентован буквально на прошлой неделе. И это будет конкретно китайская версия. Мы с вами распакуем, сделаем обзор, потестируем и посмотрим, как же будут работать все-таки Google Play сервисы на этом устройстве. И есть ли смысл брать это устройство из китайских магазинов AliExpress. А также мы его обязательно разыграем через Random.org среди наших подписчиков. И когда их наберется более 10 тысяч, мы обязательно проведем открытый розыгрыш. Поэтому подписываемся, следим за ситуацией. До скорых встреч. Пока.